Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю. Приятного просмотра. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит в дремучем лесу, когда человека нет рядом? Этот случай изменил представление обо всех медведях. В глухих лесах северной тайги жил опытный лесник по имени Дмитрий. Он уже много лет изучал повадки диких животных, особенно медведей, и всегда мечтал снять их жизнь изнутри. Дмитрий часто ставил автоматические камеры в разных уголках леса, надеясь запечатлеть редкие кадры медвежьих семей. Но однажды он и представить не мог, что объект его наблюдений сам решит стать оператором. Одна из камер, закрепленная на стеорде стойки недалеко от ручья, неожиданно пропала. Когда Дмитрий обнаружил пропажу, он заметил гигантские следы лап и несколько глубоких царапин на земле. Обычно зверь мог просто сломать устройство и уйти, но здесь случилось нечто иное. Камера словно исчезла вместе с кем-то, кто унес ее в чащу тайги. Лесник подумал, что кто-то из людей мог пошутить или украсть оборудование, но характерные отпечатки когтей и шерсть, застрявшая на выступающих корнях, указывали, что это была крупная медведица. Почему медведь не просто разбил камеру? Зачем он утащил ее вглубь леса? Дмитрий сразу предупредил коллег, что случилось нечто странное. Медведица не разрушила технику. Это удивительно, ведь обычно звери, учуяв запах человека, либо сторонятся, либо разрушают подозрительные предметы. Но тут произошел редчайший случай. Похоже, медведица утащила камеру с намерением. Заинтригованный, лесник вместе с его двумя помощниками стал прочесывать территорию. Они искали любую зацепку: обрывки ремней, куски пластика, отпечатки лап. К вечеру, уставшие и замерзшие, мужчины вышли к старому бревну и заметили едва различимую тропу, которая вела к логову. Опыт подсказывал, что медведица могла устроить берлогу неподалеку. Но уже темнело, и продвигаться дальше было опасно. Смогут ли они найти украденную камеру, и главное, что может быть на ней записано? Наутро Дмитрий пошел один. Его спутники предпочли не рисковать. Медведицы с потомством очень агрессивны. Он осторожно двинулся по следам и вскоре увидел, что в паре сотен метров от предполагаемой берлоги валяются обгрызенные ветки, куски мха и какой-то пластиковый корпус. Дмитрий понял, что это часть его камеры, но при этом не вся. Возможно, флеш-карта с материалами еще цела. Продвигаясь вперед, он заметил движение в гуще кустарника. Сперва Дмитрий замер. Медведица. Она была крупной, с густой бурой шерстью, а рядом топтался медвежонок. Зверь шумно дышал, но не проявлял признаков агрессии. В этот момент Дмитрий уловил странный звук, будто треск пластика или тихое постукивание. Когда лесник пригляделся, он увидел, что медведица словно играла с камерой, катая ее по земле. Медвежонок время от времени пытался схватить устройство зубами, а мать отталкивала его лапой. Что же за кадры могут сохраниться на этой камепе? И как их теперь достать? Дмитрий решил подождать, пока звери уйдут или уснут. Он не мог позволить себе подойти слишком близко, рискуя напугать медведицу. Через несколько часов звери направились к ручью. Это был шанс тихонько подкрасться и забрать то, что осталось от камеры. Лесник крался, стараясь не задевать ни одной ветки. Подойдя к месту, он увидел, что камера действительно лежит в траве, корпус слегка расколот, но флешка внутри оставалась на месте. Дмитрий поспешил вернуться на безопасное расстояние и ретировался из чащи, надеясь, что на карте хоть что-то уцелело. Наступил момент истины. Что за шокирующие кадры могла записать медведица, невольно став оператором? Вернувшись на кордон, Дмитрий не сразу осмелился вставить флешку в компьютер. Был риск, что данные повреждены или не читаются. Но, к его удивлению, половина файлов оказалась доступна. Лесник нажал «Проиграть» и затаил дыхание. Первые секунды были неясными. Темнота, резкие движения. Но потом он понял, что камера снимала снизу вверх, словно ее несли в пасти,
и видны были мощные лапы, перебирающие по земле. Периодически объектив оказывался под черной шерстью, похоже. Медведица сжимала устройство зубами, а потом бросала на землю. Затем пошла более стабильная картинка. Судя по движениям, камера была то ли прижата к мху, то ли застряла между камнями. На объектив попало логово медведицы. Видны были царапины на стенах, остатки прошлогодней листвы. В какой-то момент в кадр вступила сама медведица. Ее морда оказалась вплотную к объективу, и из динамика раздался звук тяжелого дыхания. Это выглядело устрашающе и завораживающе одновременно. Но дальше пошла настоящая сенсация. Оказалось, медведица не просто осматривала камеру. В какой-то момент она потащила ее за собой прямо к ручью, и видео продолжало запись. На экране появилось нечто совершенно необычное. Медведица ловила рыбу, а медвежонок пытался повторять за ней. Фактически это была уникальная документальная съемка повадок дикой семьи изнутри. В нормальных условиях такие кадры получают отдаленно, с помощью длиннофокусных объективов или дронов. Но здесь оператором стала сама медведица, пусть и невольно. А что же такого шокирующего обнаружили в конце записи? Когда лесник просматривал отснятый материал, он заметил, что сзади на медведицу кто-то напал, возможно, другой зверь или случайно подошедший хищник. Камера упала и записала громкий рев и хриплое рычание. Картина скакала, звук был резким. Несколько секунд ничего не было видно. Судя по всему, речь шла о схватке между медведицей и волком, зашедшим на ее территорию. В итоге медведице удалось отогнать врага, но она при этом утащила в пасти камеру и побежала дальше вглубь леса. Вот почему устройство оказалось так далеко. Этот фрагмент шокировал всех, кто увидел видео. Схватка происходила буквально в метре от объектива, и это был прямой репортаж дикой природы без какого-либо вмешательства человека. Нечто подобное можно увидеть разве что в редких документальных лентах BBC, да и то с большим расстоянием и защитой. А тут самые что ни на есть честные и опасные кадры, снятые невольно самой природой. Что теперь стало с медведицей и что ее поступок значит для ученых? После того, как Дмитрий обработал и сохранил записи, он передал их местному университету для изучения. Ученые были поражены. Камера показала невероятные детали поведения медведицы в реальных условиях. Никто не ожидал, что дикое животное не просто уничтожит камеру, а захватит ее и даст такой редкий материал. К счастью, в ролике видно, что в схватке медведица хоть и получила пару ран, но осталась жива, защищая своего медвежонка. Когда видео попало в сеть, вся страна обсуждала медведицу оператора. Люди были шокированы моментами охоты, схватки, нежности матери к детенышу. История быстро стала вирусной. Все хотели узнать, как возможно, что зверь принес такие кадры, о которых только мечтали профессиональные фотографы-документалисты. Эта история напомнила всем, что природа полна сюрпризов, и не всегда люди контролируют камеры. Порой сама дикая среда решает, что и когда нам показать. Дмитрий теперь осторожнее ставит камеры, учитывая риски и любопытство животных. Но он благодарен этой медведице за феноменальный материал, благодаря которому ученые и простые зрители по-новому взглянули на жизнь в диком лесу. Ведь порой один странный, непредсказуемый поступок зверя может показать нам тайны, о существовании которых мы даже не догадывались. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.